Всем привет! Меня зовут Лена. И сегодня на моем канале мы будем вязать с вами вот символ 2023 года. Зайчик-подставка под горячее. Если вам интересно, буду рада, если вы подпишетесь на мой канал и поставите реакцию. Ну, начинаем. Для начала нам понадобится трикотажная пряжа. У меня она пряжа в таком мятном цвете. Ну, как вы видите, можно связать в любом цвете. Я беру пряжу первичного производства. Если будет интересно, чем она отличается от пряжи вторичного производства, напишите, пожалуйста, я объясню в другом видео. Пряжу беру у производителя Lina By. Мне нравится качество. Вот. И крючок номер 6. Для начала мы делаем кольцо амигуруми. Накидываем ниточку на 3 пальчика и делаем вот так. Затем проводим крючок под ниточку и захватываем ее в петельку. Так, получилась петелька. И протягиваем через нее воздушную петельку. Вот у нас появилась. Нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Так, провязали. Затем мы делаем эту вот петельку, вытягиваем. И вот за этот хвостик тянем ниточку, чтобы она у нас сомкнулась в колечко. Можно сильно сразу не затягивать, потом мы его подтянем. Вытягиваем эту петельку и закрываем. Как мы закрываем? Смотрите, вот у нас есть первая косичка. Под нее мы засовываем крючок, втягиваем в нее петельку вот таким образом. Петельку делаем побольше и с левой стороны обворачиваем все колечко. Так, берем хвостик, чтобы он нам не мешал, и вот за ниточку, которую вяжем, затягиваем. Вот, затягиваем. Так, получился первый ряд. Так, выровняем немножко, чтобы оно было красивенько. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, и вот эта вот петелька некрасивая, это будет 6-я петелька. Второй ряд. Значит так, начинаем. Смотрите, мы должны будем делать петли в раскол. Что это значит? На обратной стороне у нас есть вот такие перемычки. Вот здесь у нас эта перемычка находится вот между двумя такими частями петельки. Делаем, находим первую перемычку и вот под перемычку, под мы просовываем крючок, подхватываем ниточку и делаем столбик без накида. Во втором ряду нам нужно сделать 12 петелечек, поэтому каждую петельку мы будем удваивать. Пропускаем крючок туда же и делаем столбик без накида. Для того, чтобы наше полотно получалось красивым, без дырочек, мы вяжем столбики следующим образом. Вот эта петелька должна быть плотно к крючку. Мы снова проходим вот в раскол, вот перемычка, вот две эти. Вытягиваем и вот эту петельку делаем высокой. Вот посмотрите, как она. И после этого провязываем 2. Тогда будут плотные столбики и не будет дырочек. Делаем вторую в эту же петельку. Далее ищем следующую
перемычку. Вот. Протягиваем. Первый ряд самый сложный. Тяжеловато найти эти перемычки, поэтому смотрите, чтобы у вас крючок попадал туда, куда нужно. Так, вот так. Так. Смотрите, вот с этой петелькой чуть-чуть ушла в бок перемычка. Но тем самым тут гораздо легче достать ее. Так, не путайтесь, это еще не последняя. И последний ряд вот здесь под нашу петлю, вот здесь мы прям просовываем. Вот перемычка такая, видите? Вот. Раз. Тяжело. Тут мы подтянем сейчас. Так. И делаем такую же манипуляцию, как в первом ряду. Подхватываем петелечку. Так. Подхватываем и пропускаем с левой стороны. Затягиваем. Затягиваем. Вот у нас получается. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот это некрасивое 12. Так, третий ряд. Все то же самое, только здесь мы будем делать немножко по-другому прибавки. Так, находим первую перемычку, провязываем первую петельку, делаем столбик без накида. Так, один столбик. В следующую петельку будет 2 столбика. Так, в следующую снова 1. В следующую снова 2. Итак, мы чередуем до конца ряда, пока у нас не получится 18 петелек. Дошли до конца ряда и делаем вот сюда прибавку. Раз. И 2. Вытягиваем петельку. Вытягиваем петельку. Вот эта петелечка. И вот под следующую. Поддеваем. Так. И протягиваем наше колечко снова вот сюда. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 вот эта петелечка. Идем вязать 4 ряд. Так, 4 ряд вяжется как и предыдущие, единственное, делаются по-другому прибавочки. Начнем вот. Берем, делаем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, а в 3 делаем прибавку. Раз, 2. Смотрите, чтобы здесь не путаться, теперь там, где прибавка у нас будет по 1 столбику, вот 1, 2,
а в один столбик будет прибавка. То есть у нас такое чередование: 2 столбика без накида, можете подсказать, как правильно говорится, и прибавка. Раз. Вот видите, я тоже не попала в раскол. Итак, вот раз, два, и прибавка. И так идем вязать до конца ряда. Так, пришли к концу ряда, и вот сюда делаем последнюю прибавку. Раз, два. И завершаем наш ряд вот такой очередной нашей петелечкой, которую мы протянем вокруг круга. И вытягиваем уже побольше и подтягиваем аккуратненько вот такую петельку. Считаем, должно получиться 24 ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 и наша некрасивая петелька. Все, 4 ряда довязали. Дальше будем делать вот такую вот красивую обвязочку в следующем ряду. Итак, для того, чтобы нам сделать вот эту косичку, мы будем вязать следующий ряд не за вот эти петельки, не в раскол, а вот за эти задние перемычки. Смотрите. Плюс мы будем делать не столбики без накида, а соединительные столбики. Итак, протягиваем под перемычку петельку, оставляем ее. Затем под следующую перемычку мы вытягиваем петельку и протягиваем ее в предыдущую петельку. Далее под эту же перемычку, под следующую, мы вытягиваем еще одну, 2 петельки и одну протягиваем во вторую. И так мы идем вязать до конца ряда. Если у кого-то кто-то вяжет плотно и затянул петельки, эти перемычки бывает иногда очень тяжело поднять. Можно взять крючок меньшего размера. Вот смотрите, вот эта перемычка, подтягиваем и это. И вот здесь, где наша некрасивая петелька, смотрите, вот она где внизу спряталась. Берем вот сюда, поддеваем и вот так получается. Вот мы пришли так к концу нашего ряда. И теперь мы будем вязать ушки. Вот сюда, в центр этой петельки, продеваем с вами ниточку, протягиваем через петельку, которая на крючке, и вяжем 20 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Смотрите, что самое главное, чтобы ушки ваши не перекручивайтесь. Выравниваете вот ровненько. Так. И в эту же петлю провязывайте столбик без накида. Затем в следующую петлю, то есть центр и под низ, еще один столбик без накида соединить. И вяжем также 20 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так. И смотрите, опять выравниваем, чтобы не перекручено было ничего, потому что ушки будут некрасиво смотреться. И в этот же столбик, в эту же петельку мы провязываем соединительный столбик. Раз, вытянули петельку и протянули ее сюда. Все. Теперь мы, вот ушки наши, мы обрежем вот эту ниточку и спрячем хвостик вот сюда. После этого нам надо зайчика нашего отпарить, чтобы придать ему красивую ровную форму. Итак, мы с вами отпарили зайчика. Вот, протянули все ниточки, которые были снаружи, в петельки, обрезали их, и получился вот такой замечательный зайчик. Вы можете сделать вот такой бантик из остатков ниточки, можно сделать из ленточки. Вот, зайчики очень удобны для маленьких чашечек, которые любят детки, поэтому с удовольствием будут ими пользоваться. Если вам был полезен мой мастер-класс, буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Поставьте, пожалуйста, лайк. И если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за просмотр. До свидания.